Здравствуйте, дорогие друзья! В эту холодную зимнюю погоду хочется чего-то согревающего, чего-то сытного. И сегодня мы хотим приготовить такое прекрасное блюдо, как казан-кебаб. Для этого нам понадобится каре ягненка, курдючное сало, картофель. Для салата нам нужно будет помидор, зелень, лук. Среди специй это перец, зира и соль. Ну что ж, начнем. Зажигаем казан и нагреваем его. Тем временем начинаем нарезать курдючное сало кубиками, пока греется казан. За основу мы берем курдючное сало и начинаем вытапливать его. Стараемся распределить по краям, чтобы был контакт с казаном и курдючное сало быстрее растапливалось. Тем временем нарежем каре ягненка. Запах просто шикарный. Сейчас сделаем очень прикольную закуску. Кто знает, тот поймет. Что там наш курдюк. Ну, отлично. Грубо говоря, из 400-500 грамм курдюка вышло 200-300 грамм чистого масла. Чистим картошечку. Ты знаешь, как переводится вообще название этого блюда? Нет. Казан-кебаб. Нет. Что-то связано с казаном? Да, в принципе, да. Оно переводится как картошка в казане, это с узбекского языка. Угу. Смотри, какая красота, загляни, оно шкварчит, пахнет. Да, ты шо? Натурпродукт. Курдючное сало вот практически вытопилось. Моем и сушим картошку. В противном случае, если мы закинем мокрую картошку, то будет просто армагеддонный взрыв. Так, кульминационный момент нашей закуски. Достаем курдюк, точнее шкварки, то, что от него осталось. Достаем, посыпаем это все солью, надламываем лепешку. Берем шкварочку, лучок, соединяем это все. Это бомба. Вместо 1000 слов. Попробуй. Хорошая закуска. Я говорил, кто знает, тот поймет, о чем я. Так, тот, кто знает, вряд ли он будет смотреть это видео. Блин. В первую очередь закидываем картошку. Не добавляем ничего, ни специй, ничего. Почему? Потому что, чтобы масса до последнего оставалась чистым, прозрачным. Ну что, с Богом.
Добавляем немного картофеля. Добавляем картошку не всю, готовим 2 этапа, чтобы масло полностью покрывало всю картошку и был такой, так скажем, эффект фритюра. Так, ну что там наша картошка? Подзолотилась или нет? Чуть-чуть, но ждем еще. Я хочу, чтобы был такой золотистый цвет. Хочу замариновать лук под основное блюдо. Переворачиваем картошечку. Добавляем немножко уксуса и зелени. Мешаем это. И это будем посыпать на казан-кебаб. Давай, картошка, смотри, какая. Вау! Отлично, я думаю, что уже можно выкладывать и добавлять вторую порцию. Я хочу просто сказать, что это блюдо максимально простое. Его может приготовить даже любой абсолютно, скажем так, человек, который не сильно умеет готовить. При наличии этих продуктов это блюдо максимально простое. Если ты хочешь удивить свою подругу или друга, ну это тебе решать, то это блюдо самое оно. А тем временем посыпаем жареную картошку солью, перчиком. Хочу заметить то, что картошка, она еще не готова. У нее вокруг такая легкая корочка, а внутри она еще сырая. Так, еще, в принципе, не переворачиваем. Время у нас есть. Кстати, насчет времени. Скоро ужин, и вот-вот мы ждем гостей. Должен приехать мой друг. Так, последний заход остается. Расселили, потрусили. А ты что встал? Идем, То що, будемо щось робити? Конечно, конечно. Давай я тобі допоможу, що треба робити. Кажи. Так, мы сделаем салат к казан-кебабу. Бери лук, чисти лук пока. Вот этот? Да. Хорошо. Правильно ріжу? Да. А я солю мясо. Хочу хорошенько разогреть и прям мясо зашкварить. Не переживай. Да вырежем. Помой помидоры, отделить, я тебе покажу потом, как их нарезать. Теперь кульминационный момент, закидываем мясо. Проверяем масло. Тоже будем готовить в 2 этапа, чтобы хорошенько прожарилось мясо. Так, друзья, главный принцип при жарке — это закупоривать мясо, закидывать его в раскаленный казан, закупоривать мясо, чтобы оно внутри сдерживало весь свой сок. Да. Достаем первую партию. Ждем максимального нагрева казана и закидываем вторую партию. Закидываем вторую порцию. У меня масло согрелось и слушайтесь, какой звук. Будем готовить салат
шакарок. Или атичит его называют еще. Як переводиться? Я не знаю, как он переводится, но он так называется. Просто берем, отделяем сердцевину. При этом предварительно мы нарезали лук и тоненькими вот такими, максимально тоненькими кусочками нарезаем помидор, чтобы он максимально пустил сок. Так. Продолжай, я пока посмотрю, что там с мясом. Так, одна сторона мяса поджарилась. Нужно тоже чуть-чуть посолить мясо, а уже потом добавим все специи. Достаем мясо. Убираем излишек масла. Теперь последняя стадия, поэтапно закидываем все мясо, всю картошку, добавляем специи, добавляем немножечко воды и готовим, накрывая крышку. Это зира молотая. Добавляем перец. И закидываем картошку. Можем продублировать зиру на картофель. Добавляем немножко кипяченой воды, чтобы картофель протушился и не пригорел вместе с мясом. И накрываем крышкой, ждем его 30-40. Я люблю соль. Прошло 40-50 минут. Достаем. Начинаем выкладывать. Можем полить еще маслом сверху. Так будет вкуснее.